Всем доброго времени суток, друзья мои! Я Ксения Назарова, и я рада вас приветствовать на творческом канале «Красота в деталях». Мы продолжаем с вами наши новогодние детали. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. 20-й год кончается, я скоро к вам приду. Вот такой вот символ года родился на нашем мастер-классе. И вы также сможете. Сделан он из вязальных ниток, толстых из пряжи. Я покажу вот такого плана ниточки вязальные. Продаются в нашем любимом магазине Fix Price. Они вот такие вот радужные, имеют 3 цвета, плавно переходящих с одного в другой. Я взяла вот такой яркие вот такие новогодние цвета. Остальные детальки сделаны из фетра, либо из фоамирана толстого, шириной 2 мм, и из толстого фетра. Шнурочки для шнурков, шнур круглый, ничего сверхъестественного, и делается он очень быстро. Пожалуйста, оставайтесь со мной, буду рада новым подпискам, вашим лайкам. Спасибо вам за ваши прекрасные комментарии, они меня очень вдохновляют на следующие красивые детали наших будущих мастер-классов. Оставайтесь со мной и давайте начнем наш мастер-класс. Сделаем быстрее нашего прекрасного новогоднего бычка. Итак, друзья, сегодня мы сделаем с вами символ грядущего 2021 года. И это у нас будет веселый, дурашливый, яркий бычок. В магазинах пряжи, а именно даже и в магазине волшебном Fix Price, почти что регулярно продают вот такие вот вязальные наборы. Это синтетическая пряжа таких разных цветов. Один цвет, то есть, переходит в другой. Там в наборе 2 спицы, инструкция для вязания шарфика. Но мы сделаем из этих ниток тельце нашего бычка. Вот будет состоять наше тельце из 2 вот таких половинок. Одну я уже сделала, и вторую я покажу, как мы будем делать. Вот. Цвета этой пряжи разнятся, есть более сдержанные. Я вот взяла такие новогодние веселые оттенки. И обязательный инструмент, который нам понадобится для изготовления такого кудрявого тельца, это такая длинная линейка. Ширина у нее 4,2 миллиметра. И вот нам нужен отрезок где-то примерно вот 41 сантиметр. Будем наматывать эту пряжу. Без такой линейки будет трудно сделать тельце, потому что, чтобы потом снять нашу вот эту вот намотку, сложно с какой-то мягкой конструкции. Если это, допустим, будет вырезана планка из картона, это не очень подойдет. Поэтому вот линеечка, либо какая-то пластмассовая такая планка. Итак, где у нас тут конец нашей пряжи? Можно закрепить краешек ниточки на зажим. Канцелярский. Далее мы вот так вот аккуратненько начинаем наматывать. Плотно друг к дружке должны лежать у нас ниточки. И тем временем у нас разогревается горячий клеевой пистолет. И также мы с вами должны приготовить вот такую тонкую атласную или репсовую ленточку. Вот я уже потихоньку приближаюсь к отметке 40-41 сантиметр. Обрезаю лишнюю ниточку и подклеиваю
к рядом лежащей вот другой ниточке. Просто зафиксировать. Начало нашей ниточки мы тоже подклеим. Вот такая радужная линеечка у нас получилась. И теперь мы приготовим репсовую ленточку тонкую 6 мм по длине нашего отрезка. Можно чуть больше. Вот таким образом нам нужно приклеить на дорожку клея горячего. Ну вот, все приготовления у нас уже совершены. Теперь самый ответственный момент. Нам нужно снять всю эту заготовочку с линейки. Для этого придется приложить довольно такие усилия. Немалые, хотя может быть. Никуда не торопясь, мы потихонечку вот так вот продвигаем. Ленточка, которую мы клеили с одной стороны, не дает рассыпаться нашей конструкции. И теперь, когда мы ее снимем с линейки, мы закрутим в улитку. И получится у нас полупомпончик такой. Так вот аккуратненько мы сняли. И теперь уже наносим клей вот сюда и скручиваем в улиточку. Вот так вот обжимаем. Вот что примерно у нас должно получиться. Донышко мы подклеим фетровым кружочком, окружность 5,5 сантиметра, чтобы, так сказать, укрепить конструкцию. Вот таким вот образом. Потом мы склеим две этих детальки. Это будет тельце нашего бычка. В таком он будет в нарядном новогоднем свитере. Тело у нас готово. Отложим ненадолго в сторону и займемся самой главной частью нашего бычка. Это его лицом, его мордочкой точнее. Вот я нарисовала это от руки, все детальки, но в инфобоксе под этим видео по ссылочке вы можете в формате А4 скачать себе вот такую схему. Это мордочка, 2 детальки, носик, 1 деталька, рожки, копытца, шапочка и ушки. Значит, детальки мордочка и носик мы вырезаем из толстого фетра, который хорошо держит форму. Ширина такого фетра 3-4 миллиметра. Вот он такой плотненький. Все остальные детали можно использовать либо фоамиран, тоже толстый, 2 миллиметра, либо тонкий жесткий фетр. Так, я уже заранее вырезала все детальки, рожки. Состоят тоже из 2 деталек, склеенных между собой. То есть 2 рожки, 4 детальки. Это у меня носик.
Мордочка, я подклеила фетр другого цвета сверху, чтобы контрастная была у меня мордочка относительно носика. Вот ушки таким образом в готовом виде выглядят. Это ушки. Отдельная деталька, это вот вырезаем мы из фетра или из фоамирана ушку, затем мы на капельку клея вот так вот фиксируем. Получается такое согнутое ушко. Вы можете его двусторонним сделать, склеив две детальки, можете оставить из одного слоя ушки сделать. Так вот, очень просто, легко мы делаем ушки. Вот, ушки у нас готовы. Шапочка новогодняя, состоящая тоже из двух деталей, сделана из глиттерного фоамирана шириной 2 мм. Помпончик нам понадобится для новогодней шапочки. Для кромки шапочки нам понадобится вот такая рифленая бесшовная резиночка. Мы ее подклеим. Будет у нас самая настоящая такая новогодняя вязаная шапка. Далее, что еще? Самое главное, глаза — это зеркало души. Глазки. Я взяла немножко разного их диаметра, просто для веселья. Просто для веселья, чтобы такой у нас характерный получился бычок. Две черные полубусины. Либо вы можете два кружочка из фетра вырезать, либо пришить пуговицы. Здесь фантазия просто безграничная. Главное, чтобы бычок у нас был бычок. Такие ноздри у него будут на носу. Вот так вот вы вначале составите облик своего бычка. Затем останется только склеить все это дело на горячий пистолет. Так, займемся мордочкой, значит, вначале. Вот такие вот пластиковые детальки я фиксирую на клей Момент Кристалл. Примеряем ушки, какое конкретное место мы будем относительно рожек. Так, и еще у нас должна войти сюда вот такая вот шапочка. А вот как вариант, еще хочу сказать, что вот у меня был такой ёршик декоративный. Из него можно сделать несколько петелек. Внутри у него проволока, кто знает. И вот такими петельками можно сделать, вместо шапочки можно сделать челочку своему бычку. Даже я не знаю, как нам и лучше. А можно сделать новогоднюю шапочку. Все-таки он у нас новогодний товарищ. Для этого, как я уже сказала, для правдоподобности нашей шапочки мы вот возьмем такую резиночку бесшовную.
И так, вот уже начинает складываться наш бычок. Как вы думаете, чего нам еще не хватает и про что мы забыли? Забыли мы про копытца, конечно же. Вот смотрите, для этого подойдет либо шнурок от ботинка, либо просто в мотке шнур круглый, крупный, подходящий вам по цвету. И вот эти копытца мы будем вклеивать между двумя частями нашего тельца. Вот покажу, как я делаю копытца. Это две детальки из фоамирана, из толстого, шириной 2 миллиметра. Вклеиваем шнурочек, конец шнурочка и зажимаем между двумя детальками копытцев. Копытца. Копытца 4, то есть 8 деталек, 2 шнурочка. Но еще мы не должны забыть про хвостик, а также про петельку, которой будет крепиться который можно будет подвесить наш символ года куда-то на елку. Для хвостика я использую сутажный шнур. И для петельки тоже я возьму его именно. Даже вот такая кисточка у нас для хвоста. Изготовим петельку. Где-то примерно так, наверное, мы установим наши ножки. Копытца ножки. Будут еще копытца ручки. Саму мордочку мы приклеим на несколько вот петелек нашей пряжи. Вот такой вот бычок у нас получился. С наступающим Новым годом!